Здорово, ребят! Вот часто любят очень говорить о глобальном потеплении. Я, конечно, никуда не откладываю в сторону проблему засорения Земли, скажем так, pollution, наверное, всяких вредных выбросов и все остальное. Конечно, Земля в последнее время чуть-чуть нагревается, чуть-чуть быстрее, чем нужно, или чем она бы планировала без людей. Но давайте так еще немножко посмотрим, кроме глобального отмывания денег на это все. Когда борешься с большой проблемой, которую победить все равно не сможешь, то, разумеется, можно всегда иметь бесконечные бюджеты на это. Но давайте еще поговорим немножко вообще о трендах на Земле. Все, наверное, помнят мультик Ice Age, и все понимали, что когда-то было большой плохой ледник, или хороший, ручкам холодно, вот. Он все-таки растаял, то есть никто не противится того, что был ледник. Если посмотреть на Землю, да, было несколько таких тотальных замерзаний всей Земли. И ледниками было покрыто практически все. Но если мы так еще посмотрим, что у Земли есть свои какие-то циклы, то есть есть цикл, когда Земля превращается, как Юла, да, там что-то 24-26 тысяч лет цикл, то есть Земля меняет свою ось. Вторая сторона, это... второй тоже такой тренд, это то, что Земля еще по-разному поворачивается к Солнцу. Понятно, что она крутится, да, то есть мало того, что она по своей оси общается, она еще к Солнцу поворачивается по-разному. И третий тренд, Земля еще как бы приближается и удаляется от Солнца, тоже благодаря каким-то циклам. То есть на Земле, льды появляются, потом они тают. Также не забудем, что еще что как бы есть биологические вещества на Земле, которые производят тепло. Бактерии, все остальное. Одни биологические вещества выделяют больше бактерий, другие вредные вещества, конечно, еще углеводород сжигают, но это ладно. То есть, как бы на Землю влияют те, кто на ней живут. И не только там человек, который там что-то сжег, а влияет именно что-то очень глобальное. Вот. Там есть теория, что динозавры из-за этого вымерли, и там просто и всякое такое. Но идем дальше. Там, или то, что кислорода было на Земле слишком много, и слишком мало, там, в общем, вы про это все это найдете. Но смысл в том, что периодично Земля покрывается льдом, и лед с нее сходит. Не обязательно вся, она больше или меньше. Теперь давайте еще к этому добавим то, что сейчас Земля теплеет. А давайте поговорим о том, чтобы если Земля холодела, то есть ледники бы наступали, что это было бы лучше, типа сейчас мы Землю угробим и все остальное. Есть, конечно, фильм такой, называется «100 лет после». И там как бы довольно хорошо показано, что люди могут истребить только себя на Земле, а Землю никак не истребят. Но что хотел сказать, что представьте, что Земля бы холодела. Мы боролись бы с глобальным похолоданием. И реально у нас вообще никаких инструментов нет. Мы там нефти столько бы не сожгли. И представьте, она бы холодала каждый день все больше и больше. Это была бы проблема. А когда она теплеет, я не говорю, что это не проблема. Я не говорю, что не надо заниматься, скажем так, засорением атмосферы и всего остального. Но согласитесь, что если бы Земля холодела бы, это было бы гораздо большей проблемой. Почему-то об этом никто не говорит. Ладно, побежал я одеваться все-таки. Нет полотенца, нет переодевалок. Это все-таки адик. Хорошо, что вообще тут никого и ничего нет. Минус 15. Это, холодно. А вода тут не так прям жарко, как я ожидал до того, как сюда залазил. Вот, ребятки, до скорого. Побежал я. И задумайтесь о том, что мы боремся с глобальным потеплением, хотя это не самый плохой сценарий, согласитесь.